Всем привет! Это новый фильм казахстанского клуба путешественников Lucky Adventures KZ. Меня зовут Александр Сипетый и Ник Мельниченко. И мы отправляемся в очередное наше путешествие «Высокогорное велоприключение Памир-2015». В Киргизии наше путешествие пролегает с востока на запад, почти через всю страну. После 9 дней дождливого казахстанского этапа и больших малонаселенных просторов Киргизия подарила нам солнечную погоду, гостеприимных жителей и приветливо выкрикивающих иностранное «Hello» ребятишек. Мы двигаемся к озеру Иссык-Куль, которое известно не только жителям ближайших стран, но и становится все более популярным среди иностранных туристов. Уникальный климат дает возможность местным жителям успешно заниматься сельским хозяйством. По дороге радует глаз разноцветные поля. Ощущение, что ты попал в сказочную страну. А работающие на поле фермеры готовы разделить с тобой национальный напиток жарма, напоминающий квас. Каракол – небольшой город, но даже в нем чувствуется давление цивилизации на нас, уже успевших отвыкнуть от городской жизни. Стараемся не задерживаться в городе, но необходимо отремонтировать телефон, пополнить запас продуктов. Мы покидаем Каракол наконец-то. Основной достопримечательностью на Иссык-Куле, помимо самого озера, оказался юрточный лагерь Федерации Тайчи «Планетарное око». Все отдыхают, даже велосипеды в юрте. Никита новости постит, а мы бездельничаем, работаем. Юрта – гениальное изобретение. В ней в жару прохладно, а в холод тепло. Юрточный городок – это площадка межкультурного диалога. Сюда приезжают люди разного мировидения, разного мировосприятия. У каждого свой взгляд на какие-то вещи, на жизнь в целом. И приезжают сюда, чтобы проводить семинары, фестивали, какие-то занятия. И поэтому приезжают люди – это деятели культуры, искусства, музыканты, художники, архитекторы. Мы сохраняем наш традиционный стиль. Это наши юрты. Пропорции юрт просто безукоризненные. Мы заказываем все юрты, заказывали и заказываем только у одного мастера, Доку, из поселка Кызылту. Иссык-Куль – это высокогорное озеро. И погода здесь тоже высокогорная. За считанные минуты может налететь шторм, а потом так же быстро снова засиять солнце. А у нас все по плану, нужно двигаться дальше, по пути посетив место, именуемое Сказка. Сказочность заключается в разноцветных скалах, напоминающих марсианские пейзажи.
утро 14 дня. Вчера мы выехали после дня отдыха. Думал я, что мы вообще там будем нестись просто. А меня через 40 километров выключило. Не знаю, не то, что я там был уставший или ноги болели. Просто как будто велосипед кто-то держит сзади и не едет. Сейчас термометр показывает почти 41 градус жары. Путь воды в путешествии – это очень важно. Поэтому, когда нас приглашают попробовать свежего айрана с домашними лепешками, мы недолго думаем и изменяем наш план двигаться без остановок. Нас удивляет рассказ местных жителей про то, что жители западной части Киргизии другие, что там даже опасно, и они стараются не поддерживать с ними никаких связей. Мы решаем, что в этом нужно убедиться лично, тем более, что наш путь лежит как раз на запад. Нас не останавливает даже сильный встречный ветер, жара и пробитые колеса. Теперь я могу ехать. Ветер поменялся в другую сторону. Поехали под дождем, под тучей будем ехать. Неожиданно Слава решает закончить свое путешествие по Средней Азии, тут же договорившись с дальнобойщиками в придорожном кафе. Быстрое прощание без слез, и мы снова в седле. Мы спешим к самому желанному месту Киргизии, намеченному в нашем путешествии – озеру Сункёль. Война войной, а обед по расписанию. Да и встречный ветер сильно утомляет. А еще очередной прокол. Вот и я не избежал прокола. Сегодня это уже второй прокол. День пробитых колес. День пробитых колес. Остановки на ремонт продолжаются, зато свято место пусто не бывает. К нам присоединяется догнавший нас путешественник из Японии по имени Ацуши Ито. В пути он уже 4 года. Наверное, из-за этого с его лица не сходит улыбка. Первый снег нашего путешествия. Высота 3200 метров. Над уровнем моря, недалеко от перевала. Полюбоваться высокогорным озером стремится не только наша троица, но и иностранные туристы, вот на таком специально оборудованном пассажирском монстре. На самой вершине перевала, пока мы фотографируемся и удивляемся снегу, который не тает даже в июле, нам навстречу появляется велотурист, а потом еще и еще. И вот нас уже целая большая, веселая, интернациональная компания
устроившие пикник на высоте 3500 метров над уровнем моря. Наконец-то мы на Сункёле. Озеро расположено на высоте 3000 метров. В Киргизии место летнего пастбища в горах называют Джайло. Это самое большое пастбище, которое мы встречали в жизни. Чистейший горный воздух, зеленая трава, вода горных ручьев. Разве можно отказаться от кумыса в таком благодатном месте? Those people who live in those country, they are so friendly. I never seen like like that. They invite house and I could sleep in there, and they invite chai. Мы снова вдвоем. По пути встречаем семью из Франции. Себастьяна, Аннабель и их дочь. Они путешествуют на микроавтобусе, переоборудованном в дом на колесах. Дочка весело играет с местной девочкой. Они подружились здесь, хотя и не знают языка друг друга. For us, it was an idea to travel together with our daughter. And one thing is that it was not possible for us to travel with backpacks. Because for our daughter, she's 4 years old, and we really think it's very important to share his bed, his small hut. Еще один высокий перевал с захватывающим видом уходящего вниз серпантина дороги. Вчера мы спустились с озера Сункёль, сразу попали в какую-то пустыню. Если бы не эта речка, вообще было бы грустно. 50 километров все время вниз, но дорога каменистая, грейдеры, все равно тяжело. Едем по легкой и длинной дороге, да? По короткой и тяжелой. Нелегкое испытание для организма – оказаться в 30-градусной жаре после прохлады высоких гор. В придачу иссушающий ветер, а короткая дорога, по которой мы хотели сократить наш путь, оказалась размытой и, простите, просто неездабельной.
страшных фильмах закончились. Вон оттуда мы только что 3 часа назад мы вылетали. На ночевке мы оказались в доме у жителей поселка Конорчак. Мукан любезно пригласил нас к себе в гости. Для нас это был бесценный подарок, так как сил искать место под палатку и ставить ее просто не оставалось. Куралай, жена Мукана, казашка. Она не жалеет, что покинула родину, и, похоже, счастлива. В поселок, которым нас пугали как самым бандитским, мы въехали в сопровождении позитивных парнишек. Они ехали с сенокоса и составили нам компанию на некоторое время, а также угостили киргизским квасом. Жарму мы еще раз попили с рабочими на поле, а еще остановившаяся на дороге молодая пара подарила нам бутылочку кумыса и курт, который в Киргизии называется курут. Сейчас мы поднялись на перевал 3000 метров. Это уже 5-й перевал за время нашего путешествия. По планам было его преодолеть вчера, но вчера был очень сильный встречный ветер. Он дул весь день и очень было тяжело, поэтому мы встали перед перевалом на ночевку и с новыми силами вот его преодолели. И едем дальше в город Ош. Чтобы мы доехали до Памира. Благодаря вот этим людям мы это сделаем быстрее и лучше. Жизнь чабана, пасечника или другого человека, работающего на земле, спокойна и неспешна. И это спокойствие чувствуется в каждом человеке, встреченном нами. Ему не обязательно ускоряться. Нужно только делать все вовремя, в соответствии с циклом природы. А он стабилен. Весна, лето, осень, зима и снова весна. Часов утра. Снова мы вчера ушатались, пока до места доехали. Стали прямо возле дороги, потому что было темно, уже ничего не видно. Где что? Немножко переместились мы от дороги, совсем чуть-чуть. Вот там он мост. Никита сейчас палатку ставит. Также есть здесь великолепный подножный корм. Это клевер. Вот он. Его можно использовать в салат и в кашу.
И крапива, конечно. Тут ее не очень много, но нам хватит. Вот крапива. Естественные, экологически чистые витамины. Такой у нас обед. Рис на высоте почти 3000 метров над уровнем моря. Туристка из Швейцарии не ответила на вопрос, сколько ей лет. Сказала лишь, что она чуть младше своего друга, которому 63. Она очень удивилась, узнав, что мы из Казахстана, так как впервые встретила здесь путешественников не из Европы. А вот и долгожданный дождь, предназначенный для пыльного грейдера, по которому едут измученные жарой велотуристы. Жаль, что удовольствие это длится всего 3 километра. Второй этап нашего путешествия завершается. Мы добрались до города Ош. Город, в котором чувствуется Восток, но очень много напоминаний о советском прошлом. Также в нем на удивление чисто и недорого. Визитной карточкой Оша является гора Сулейман-Тоо. Город разросся вокруг этой знаменитой горы. В хостеле оказалось более десятка иностранных велотуристов, которые уже проехали по Памиру. Они с воодушевлением рассказывали о своей поездке и, похоже, завидовали нам, потому что мы туда только направлялись. Граница пройдена. Мы в Киргизии. Ура! Хрустальные горы Киргизии. Не за горами. Эй, шайтана, куда поехал? Зачем поехал в гору? Эй, второй шайтана, ты кто? Черепашки, ниндзя? Санек, ну-ка довольное лицо для журнала. Огонек.